Человек сомневается, потому что так устроен разум. Он видит сразу все возможности, и человеческому существу кажется, будто у него есть свобода выбора. Разумеется, тут же появляется понятие добра и зла, правильно и неправильно, а за ними приходят и все несчастья. Нельзя говорить, что это дурно. Это переходный этап, неприятный, но необходимый для полного развития. То есть у вас создается впечатление, что вы хозяева своей судьбы, поскольку у вас есть право выбора. Масса всяких вариантов выбора, ум их видит, но какой правильный вариант, какие варианты впоследствии могут, поначалу вроде ничего, впоследствии пагубными могут оказаться, вы не знаете. Заметили? Поэтому выбираете, можно сказать, играете в лотерею, выбирая, потому что выбирает ваше эго. Выбирает то, что хочет получить выгоду сразу и побольше, да? Правильно? Меньше неприятностей получить, как вам кажется, но, оказывается, завязывается цепочка событий, которая приводит к большой беде. То есть, если ваша эгоистическая воля не будет в конечном счете единой волей, которая есть воля вашей истинной сущности, то вся ваша жизнь превращается, у кого-то сплошной кошмар, а у кого-то, знаете, вот такие скачки галопированные рывками, то хорошо, то плохо, то еще хуже, местами, временами, заметили? Живут так все люди, все так живут. И те, кто вроде смирился с этим, смирились, так смирились, но есть вариант все-таки одной единой воли, с той волей слиться, которая действительно есть воля нашего истинного существа, которая обязательно в любой ситуации подает тихо свой голос. Только вы не слышите, вас забивает ум, забивают эмоции, голос нашей истинной сущности. А первое, что приходит в ситуации, которая требует выбора, да или нет, тихо оттуда слышится. Но вы почему-то это не слышите, не слушаете, даже если услышали, потом уже задним умом говорите: ой, вот в первый момент, а почему я сделал по-другому? Да потому что эго ваше вмешалось. Жить на эгоистической волне, значит, жизнь будет ваша полниться всякими бедами, потому что кармический педагог всеми правдами и неправдами пытается вас привести к главному, ради чего вообще человечество на земле завелось – принесению духовного плода. И никакого иного смысла жизнь человека здесь не имеет, никакого. С трудом верится, я понимаю, потому что вы умом какие-то высокие материи придумаете, ради чего вы живете. А я скажу, ради чего вы живете. Родиться, повзрослеть, размножиться, заболеть, состариться и умереть. Все. Есть альтернатива? В мире эгоистическом нет. А если осознать истинный смысл существования земного человечества, то, наверное, есть выбор, правильный выбор. И те, кто выбрал этот путь, результаты работы на пути подтверждают правильность выбора. Это не просто какие-то фантазии на тему, на духовные, а конкретные результаты. Поэтапные изменения сознания и приход в конечном счете к тому, что единая воля, которая человеческая и Всевышняя объединяются, она способна управлять вашей жизнью. И вы способны поступать в любой ситуации абсолютно правильно, не думая, спонтанно, без выбора, то есть выбор без выбора. А эгоистическая воля, ей кажется, что она имеет свободу выбора. Масса вариантов, потому что ум их видит. Но это беда, главная беда. Видите масса вариантов, но не знаете, какой правильный. Но правильный для вас какой, который вам вас будет больше устраивать. Выгоды больше с него получите, да? Как хочется.
чтобы повыгоднее было, удовольствие побольше получить, там денег, любви, так называем. Да? Ну, такой вывод вы делаете. Нет? То есть вы уже правильный вывод делаете, я смотрю, вот сидите, уже улыбаетесь, тоже делаете правильный выбор. Ну, вам уже пора крылья пристегивать. Пристегивать пока. И при этом обязательно, когда вы имеете широкие возможности, что ли, различать, что есть что, как вам кажется, при этом обязательно возникает симпатия к чему-то антипатия, что-то вам нравится, что-то не нравится. Понятно? Вот. Понятие возникает правильного или неправильного, то есть правильные или неправильные действия. Опять-таки для каждого человека они сугубо индивидуальны в силу его эгоистичности специфической, что для него правильно, а что для другого неправильно. Вот. Таким образом нарабатывается в нашем головном мозгу, в той самой пораженческой структуре, которая, в общем-то, временно подменять должна вот то, что в конечном счете будет высшим сознанием, да, нарабатывается структура эго с определенными привычками, устоявшимися, костными. И вы где-то лет с 20-25 абсолютно не меняетесь. Все, наработано. Вас воспитали, вас научили, вы, так сказать, в жизненных ситуациях побывали в каких-то, все у вас разложено по полочкам, структура эго железобетонная наработана. И смотришь, люди, которых я знал, допустим, в институте учась, они нисколько не изменились, вот в принципе, только возрастные изменения, больше ничего. Вообще ужасно смотреть на людей. Они умерли лет в 20-25, их нет. Никакой динамики, никакого нового импульса к развитию, поиск чего-то. Сейчас в основном люди убивают время, заметили? Сейчас столько вариантов убивать время, множество. Чем угодно занимайтесь. Особенно если залезете в компьютер, там вообще меню очень широкое. От высокого искусства, так называемого, от политики до секса и до самого низкого. Все там есть, пожалуйста. Тут вчера показали сюжет вот полного идиотизма. Какой-то известный пианист, он известный там в мире пианизма, да, так я о нем не слышал. Вот. Он придумал где-то на стройплощадке играть на инструменте в вертикальном положении, его кран поднимает. И толпа идиотов, зрителей, за большие деньги купили билеты, и вот в полулежачем положении там прожекторы светят. Это вообще просто бред. И всерьез показывают, что это вот ноу-хау в искусстве. Если это уже ноу-хау, то я не знаю. Вертикально, да, на кране, он пристегнут с привязными ремнями, все нормально. И играет, что-то играет, там неважно что. Сам факт вертикальной игры на фортепиано. Приличный белый рояль. Вот где здесь? Не, а вот тут. Примерно такой же. Представляете? Вот вам сегодняшнее время. И всерьез комментируют, те идиоты, это по каналу «Культура», они тоже всерьез комментируют, что это что-то очень интересное, принципиально новое. Чего ты смеешься? Что, смешно разве? Правильно, если вы смеетесь, это уже хорошо. Но сначала надо загрустить было, а потом смеяться. Потому что первая стадия – это грустно становится, да, все, что происходит. А потом уже возникает чувство юмора. Так что вот так.
А когда эго нарабатывается, а столько таких, так сказать, вариантов эгоистичных, у нас каждое сознание эгоистично, каждый человек имеет свой эгоистический язык, свое понимание, и люди практически никогда не находят общего языка по тем самым вопросам, которые они пытаются решить и найти взаимоприемлемые какие-то варианты. Да? Ни в политике, ни в любви, в так называемой, ни в семейной жизни, ни в каких-то корпоративных там мероприятиях. Понимаете? Как может одно эго железобетонное согласиться с другим железобетонным эго, если есть противоположные какие-то там позиции в чем-то? Никак. Порочный круг. Однако это неплохо и нехорошо. Потому что мы сейчас, мы, имеется в виду земное человечество, находимся в переходном периоде, и очевиден эволюционный кризис. В большинстве своем люди пребывают в состоянии глубокого эволюционного кризиса. И только остановив беспокойный, путанный ум, есть возможность у вас проявиться, или есть возможность у вас проявиться новому видению мира. Вот именно с этого надо начинать индивидуальную, сознательную, духовную работу. Притормозить ум и принять мир таким, каков он есть, на самом деле. Без осуждения, без обсуждения, без критики, без попытки изменить его. Потому что изменить окружающий мир вы не в состоянии, честно говоря. По мере того, как устанавливается абсолютная ровность сознания, реальность божественной вибрации, особенно вибрации благодати, растет совершенно невероятным образом. Даже по масштабам тела. Можно сказать, что тело теперь чувствует только ее. Вот она в который раз говорит, и я, в общем-то, не устаю повторять, что непременные условия непрестанной открытости, что ли, вибрации божественной или божественной благодати – это абсолютная эмоциональная ровность, абсолютное смирение, принятие всего, что в вашей жизни случается, ровно, спокойно и, если возможно, с благодарением Господа. Потому что ничто в нашей индивидуальной жизни, особенно среди тех людей, которые имеют духовный талант, не происходит случайно. Все направлено на кармическую педагогику, на обучение нас тому, ради чего мы пришли на эту землю. Для принесения духовного плода. Видите, мало все-таки людей. Это совершенно очевидно, как Спаситель говорит, малое стадо, которое готово исполнить свой эволюционный долг. Степень зрелости души и определяет ваш выбор. Если душа достаточно зрелая, и ваш выбор правильный, то все в порядке. Если он неправильный, погибнете. Если в угоду эго сделаете выбор неправильный. Не тело гибнет, страшнее гибель души, демонизация ее. Тело в любом случае, ему конец, предопределен в материальном мире. А вот душа, это уже больно. Естественно, что процесс установления абсолютной ровности сознания требует времени, эмоционального спокойствия, времени требует. Не бегом, не сразу это происходит. Сколько у нас наработано разного рода эмоциональных откликов на все на свете. Мы воспламеняемся, загораемся, негодуем, раздражаемся. Заметили? Вот надо буквально на входе ловить вибрацию гнева, раздражения, недовольства. Не так это сложно, если вы действительно сделали правильный выбор и готовы ради исполнения своей истинной миссии здесь на Земле заняться серьезным делом. Если вы хотите просто косметически подремонтировать себя, быть поспокойнее, поуспешнее, поумнее, похитрее, ничего не получится.
Тут либо да, либо нет. Либо вы идете по пути, по полной программе. Это не значит, что вы сразу способны вот все вместить. Но стремление ваше должно быть императивным, повелительным, потому что все остальное должно, может просто отсекаться. Отсекаться, там ненужные связи, многое что должно в вашей жизни измениться. Если вы сделали правильный выбор, если укрепились в этом выборе, в стремлении, не в цели какой-то, здоровье подправить, там, что-то получить, выгоду какую-то там по жизни, да, даже духовную выгоду, вот хочу стать духовным суперменом, там, вот таким вот, да, чтобы спасать людей, помогать людям, это эгоистический выбор. А вот единственное, что должно вас вести по этому пути, это стремление вернуться домой, стремление воссоединиться с тем, от кого вы ушли. Единое, божественное, как хотите называйте, это наименований может быть много, но оно есть, оно существует. Единый источник всего и вся. Через посредство силы божественной или духа, или, как хотите, эволюционной энергии, в молчании ума, в эмоциональном покое, вы устанавливаете связь с этим всеобщим сознанием, с Богом, если хотите. Другого варианта нет. Я живу, точнее тело живет, словно в божественном, в неизменном море божественной вибрации. Оно живет, словно плывет, и даже в момент, который обычно называют физической болью, даже когда испытываешь моральные страдания, даже несмотря на всевозможные осложнения, а их слишком много, и вещи неприятные для нашего ментального восприятия, это в целом море вибраций божественной благодати. То есть с какого-то времени, с какого-то момента, в результате вашей сознательной духовной работы, ничем не омрачаемая радость просто бытия, просто существования, просто жизни или благодать, она вас никогда не покидает. С некоторых пор вы ею становитесь. Не она там приходит или уходит, все ваше существо соткано из этой вибрации благодати. Представляете, вот вы есть эта благодать. Не вы ее где-то ищете у иконы, в церкви, там, выпив там чего-то спиртного, там, например, или из наркотических средств, там где-то радость существования появляется, потом уходит. А это нечто, что естественным образом устанавливается в вашем сознании, в вашем существе. Это опять-таки не сказка, это не придумка. Хотите верить, хотите нет, это ваше дело, но трудитесь. Временами вам будут даваться авансы в этом направлении, потом это будет отбираться, потом опять приходить, потом опять ничего, будете сидеть в яме в какой-то, знаете, вот сидишь в яме и кажется, что беспросветно, а яме, когда вы сидите, эта божественная сила работает в нашем подсознании, где столько всякой дряни, столько всякого мусора, это должно сгореть там на месте, пока это не вычистится или не выйдет наружу, о благодати речи никакой быть не может. Это должно выйти, понимаете? Все должно выгореть. Вот то, что мешает нам воссоединиться с единым. Так что не ждите вертикального взлета куда-то в одночасье, что вы там в благодати будете пребывать и найдете метод, как туда катапультироваться. Вот на восходящей медитации подседают люди, вот восходящая медитация, но там благодати-то нет, там есть простое безразличие. Просто безразличие. Благодать – это радость живой жизни, а тупое безразличие – это восходящая медитация. Нирвана буддистская. Тупое безразличие, холодное абсолютно, несострадательное, не теплое, но холодное. Так что ровности рознь. Ровность в божественном – это одно. А тупое безразличие, которое называют ровностью в медитативном состоянии кверху, это, увы, не ровность. Это бегство от эволюции. Бегство от духовной эволюции. То есть попытки обрести что-то через посредством метода. Метод
эксплуатирует кто у нас? Эго метод эксплуатирует. Эго медитирует, эго молится. Эго вообще делает все для того, чтобы, как ему кажется, приблизиться к божественному. Но эго так к божественному приблизиться не может. Ясно? Оно будет все время что-то делать, но так и не подойдет, или вернее, так и не пройдет вот эту заветную границу за пределы ума, за пределы эгоизма. Там, где эго должно перестать существовать. Так что молится, медитирует, какие-то приемы использует, эго наше. Так вот, через посредство метода мы открываем поток. Мы на время, понятно, наверное, да? Через посредство метода медитация или молитва мы открываем связь с Божественным. Но когда связь устанавливается, метод должен устраняться. Его надо убирать. И само состояние становится молитвенным или благодатным уже без всяких ваших усилий. Эго на время тоже нужно. Нужно как нечто, что будет следить, когда вы выходите из состояния ровности, например. Это эго следит. Мы его поставили на стражу, чтобы оно ловило выход наш вот в раздражение или в гнев, в недовольство. Эго должно следить, следит, какое-то время следит, а потом у нас останавливается эта ровность. И уже некому следить, потому что ровность, она сама по себе уже установилась. Но на время эго, как контролер некий, работает. Ясно? Свидетель или наблюдатель. И как только покой внутренний, смиренный покой угнездится во всем нашем существе, и это твердо станет нормой нашей жизни. То есть вибрации тогда божественной благодати или радости просто бытия, они прочно угнездятся и в физическом теле, и вообще во всем вашем существе. Вы ими просто станете. Это не шумно, не крикливо, не фонтанирующее какой-то безмерной радостью. Это просто тихая внутренняя благодать. Радость просто живой жизни. И вот здесь мать справедливо замечает, что стабильность этого состояния, стабильность состояния, ощущение благодати, внутренней радости, вибрационной радости, она не нарушается ни физической болью. У нее все-таки тело было возрастное, у нее какие-то там проблемы были со здоровьем, но благодать никуда не уходила. Она говорит об этом, это факт. Не всевозможными внешними или какими-то внутренними неприятностями, которые будут вокруг твориться, с точки зрения эго человеческого. Они, неприятности, это там все не так, какой-то коронавирус, все, конец. Сейчас я посмотрел, тут минут 5 была передача, где вот эта женщина Скобеева с Поповым ведут. То они смеялись, как только коронавирус был объявлен, я смотрю, физиономии у них скисли почему-то. Его в микроскоп, я говорю, плохо видно, только в электронной, они испугались его. Сразу, то они смелые по Украине, по всяким вопросам, по Ближнему Востоку, а как только вирус, все, они уже конец, то есть перебитые, сразу. Причем так серьезно, но они же ездят еще куда-то, знаете, это ужасно. Потом доллар может упасть, еще что-то там. То есть целая проблема. А будут появляться всякие разные вирусы, потому что астральный план наполнен осколками разного рода негативных вибраций. Они материализоваться должны. Вся зараза, вирусы, бактерии – это материализация того, что на тонком плане дрянью полной, так сказать, накоплено. Понимаете? А то, откуда он возник, что-то там модифицировалось. Он просто материализуется. Это кристалл, по сути-то. Вирус – это не клетка. Как протокристалл. К примеру, я грубо говорю. Просто то, что материализовалось из вибраций деструктивных на астральном плане. Вот он появился, и все. Его изобретать не надо. Мы уже его изобрели, всю эту атмосферу астральную загадив, простите. Всем, чем можно.
Вот и все. Так что не пугайтесь никаких вирусов, у вас вибрационный иммунитет должен быть выработан. Понятно? Просто обязан быть вибрационный иммунитет, чтобы эта зараза, она близко даже не могла к вам подойти. Ни в какой форме. Ни в человеческой, ни воздушно-капельной или там рукопожатной. Понятно? Не пугайтесь. А то одевают уже пластиковые эти бутылки для воды с каким-то респиратором. Это уже просто фантастика. Показывают, что-то там не хватает, отрезают горло в этой бутылке, надевают на голову какую-то хреновину тут и дышат. Идут, ну, всерьез как-то. Это все равно, что рояль вертикальный. Соло. Но скрипичный концерт вот в вертикальном положении еще не придумали. Я думаю, что это будет в продолжении. Ноу-хау. С контрабасом сложнее будет, но придумают что-то. Если рояль-то подняли на высоту. Ну ладно. Если бы я не держала тело под контролем, я бы постоянно улыбалась, как идиот, говорит мать. Всему улыбалась, блаженная улыбка на любое событие. Этого нет, поскольку я все-таки держусь себя в рамках, говорит она. Так вот, когда новое вибрационное состояние пребывания в божественной благодати полностью овладевает всем вашим существом, то блаженная улыбка идиота, который радуется просто жизни, если ее не сдерживать, она станет для окружающих поводом назвать вас не вполне нормальным человеком. Особенно если вы в возрасте. Понимаете? Вот мать говорит, я сдерживаюсь, но гляжу на все, гляжу на то, что мне говорят, на то, что происходит в мире и вокруг, вот остается только улыбаться. Ну, насколько это все смешно? Ну, у вас сразу мысль, а смерть? Ну, нету смерти, вы же все убедились, себя убедили, нет смерти, душа вечна. Ну, если нет смерти, так все происходящее, честно говоря, смешное. Вы сейчас, а вот там эти, вот, не надо какие-то вот... Вы посмотрите обычную жизнь человеческую, все смешно. Смешна серьезность, с которой люди говорят о так называемых возвышенных вещах, которые глупостями, в общем-то, видятся нормальному сознанию. Но нормальное сознание – это вот путем голосования устанавливается. Нормальное человеческое сознание – это сознание большинства. А вы выискалось какое-то меньшинство тут с нормальными сознаниями. Кто вы такие? Поэтому тихо молчите, улыбайтесь, но тихо. Ладно, не показывайте уж, что вам весело, глядя на окружающий мир. Не показывайте. Сдерживайте. Мать права. Вот, надо сдерживаться. Вот. Вот у меня вот эта улыбка на лице идиотская, она где-то месяц или полтора после духовного рождения пребывала. Я ее не контролирую, потому что там невозможно контролировать, ты в каком-то ином мире оказался. И я улыбался, и мне дома говорили, что ты улыбаешься, как идиот, действительно. А я улыбался, радоваться нечему. Нечему, никаких подарков тебе никто не преподнес, там в школе там неприятности у сына или что, чего ты радуешься? Ну, примерно. А мне просто было весело. Вот и все. Но полтора месяца, но потом острота-то вот этого состояния немножко спадает, ты как-то и контролируешь уже, но внутренняя улыбка, она никуда не уходит тоже. Она постоянно есть. Вот. Ну, она потом... Деться уже никуда не может. А когда я один на один остаюсь с собою в расслабленном состоянии, я улыбаюсь, как идиот, я знаю. Ну, один на один могу же я улыбаться. Имею право. Да? Но если кошка меня увидит в этом состоянии, она поймет. Вот. Я никогда не скажу людям, что
что это просто прогулка. Ничего себе прогулка. Я говорю, это тяжело, но лучше говорить правду, верно? Победа бесспорна, но я говорю ровно столько, сколько может вместить наше бедное мышление. Надо сменить направление. От нас только и ждут, чтобы мы перестали бродить по кругу. Ну, божественное ждет, душа ждет, когда мы, наконец, перестанем в этом вариться, так сказать, в круговороте реинкарнации, рождений. Ну, в общем-то, безвыходное хождение по кругу. То есть кардинально сменить направление жизни и перестать ходить по кругу, по кармическому кругу перевоплощения, очень-очень сложно, вообще-то. Сложно эгоистичным людям, поскольку приходится коренным образом менять привычный, годами сложившийся уклад жизни. Менять надо его. Но если вам уже не вмоготу жить так, как вы живете, если вы задыхаетесь, вот тогда единственный выход, он есть, действительно, стать на путь сознательной духовной эволюции. Но если у вас есть духовный талант, и вы имеете внутреннее стремление его реализовать, то не надо доводить до крайности, до того, когда вы вдохнете задыхаться там, или еще что-то, можно и пораньше начать, понятно? То есть кармическая педагогика, она по-разному. Когда-то, вот, если у вас есть духовный талант, она может вам подсунуть хорошую книжечку, там, каким-то человеком столкнуть. Ну, то, что нужно, у вас стремление появится императивное, встанете на путь. А кому-то, упертому эгоисту, надо дойти до белого коленя, до ручки, прям, ну, до полусмерти, чтобы он делом начал заняться. Знаете, есть всегда варианты. Они всегда есть, но все, так сказать, для духовной реализации подстраивает или устраивает нам наша истинная сущность, наша душа. Она этим занимается. И до тех пор, пока мы с ней не объединились, мы не понимаем, что это делает она. Нам кажется, какие-то случайные обстоятельства, что-то там не так, может в следующий раз поступить по-другому, быть похитрее, поумнее. Понимаете? Что она источник всех наших неприятностей и побед, наша истинная сущность. Неприятности, источник. И болезней, и всяких, так сказать, ситуаций щекотливых. До тех пор, пока мы с ней не объединимся. Она будет все средства использовать, чтобы мы занялись главным делом жизни. Чтобы мы вернули Господу и долг. Если человек этого не делает, то вся его жизнь пойдет на смарку. Он в очередной раз будет вынужден вернуться на землю, чтобы начать в более сложных условиях. Опять уроки кармической педагогики. Легче не будет. Сложнее. И выпускной экзамен на троечку не сдается. Только на пятерку. Это не институт, не школа. Понятно, наверное? Здесь только на отлично. Так что торопитесь, в смысле не затягивайте дело, торопитесь свой духовный талант реализовать как можно раньше, став на путь сознательной духовной эволюции. По работе на пути будут встречаться трудности, безусловно, многие трудности самого разного толка. Сегодня все трудности хорошо известны, и что самое главное, есть действенные практические рекомендации по преодолению этих трудностей. Все есть. Трудности есть, они понятны, понятно, откуда возникают, как их преодолеть, тоже понятно. То есть секретов нет. И еще следует помнить, что душа наша, или Господь, как хотите, потому что наша душа – это божественное присутствие в нас, это часть Господа, что ли, что наша душа не преподносит нам трудностей, которые мы не были в состоянии преодолеть. Они всегда преодолеваемы. Понятно? Запредельных трудностей нам не преподносят. Так, аккуратненько. Они могут быть сложные ситуационно, но они преодолеваются. И многими примерами сегодня практического опыта духовной реализации это подтверждается. Вот когда читаешь истории людей
которые решили свой опыт изложить на бумаге, смотришь, боже мой, какие сложные ситуации, тяжелейшие, кармические, и как люди их преодолевают, все-таки понимают, делают правильные выводы. Для чего все это происходит? И в конечном счете обязательно приходит ничем не омрачаемая радость существования в божественном, или радость, или благодать, но она приходит постепенно приходит как результат вашего как естественный результат вашего продвижения по пути сознательной духовной эволюции. Чтобы идти, требуется полнейшее бесстрашие. Нельзя поддаваться страху, слабому, уродливому, мелкому и мелочному чувству. Непобедимая отвага, совершенная искренность и полная самоотдача, позволяющая забыть о расчетах и выгодах, о том, что вы можете получить, о намерении найти защиту и оправдание в вере. Только это поможет вам пройти путь и укроет вас от опасностей. Так вот, о чем она здесь говорит, хотелось бы пояснить. Выбрав для себя путь сознательной духовной эволюции, я как понимаю, вы выбрали его, большинство во всяком случае, не ждите от Господа никаких наград для себя, привилегий, выгод, не ждите. Поначалу все может быть наоборот, понимаете, да? И это не так, то тоже не так, это сыпется, это рушится, там все не так. Вас проверяют в самом начале. Если вы поддались вот этому не так все, не то выбрал, пойду там, есть другие предложения. Идите туда, проверяют искренность вашего выбора. Понятно? Искренность того, что выбрали вы на самом деле или нет, или решили поиграть в духовность. Решили поиграть, значит, свернете. Может, потом по кругу придется пройти. Бывают такие случаи. Лет через 5-7, иногда и 10 приходят люди и говорят, вот мы у вас были там 10 лет назад, что-то там вот не так, не сложилось, по молодости души, может быть, да. Потом походили, судьба побила, опять вроде бы вернулись. Вернулись, так вернулись, не занимайтесь делом. Если действительно вы доверитесь божественной силе и не будете сомневаться в ее благоволении вам, тогда вы будете надежно укрыты ею от всех опасностей, которые подстерегают искателей истины на пути поиска. Если вы полностью доверитесь этой силе, на все его воле, на всю ее воле, это будет ваша внутренняя позиция, то никаких опасностей на вашем пути не будет. При условии полного доверия этой силе. Как только включается эгоистическая составляющая, обязательно что-то будет не так. Ведь враждебные силы, когда мы говорим о враждебных силах, они стреляют по мишеням нашего эго, заставляя нас сомневаться, бояться, еще какие-то есть, так сказать, у нас мелкие, кажущиеся мелкие грешки, которые отнюдь не мелкими оказываются, когда вы действительно с ними сталкиваетесь в духовной работе. Знаете, они не мелкими оказываются, они могут вас довести до белого коленя. Какая-то мелочь. Бывает мелочь, вроде бы мелочь, но она сидит занозой. И обязательно все эти занозы должны быть выдернуты. Обязательно мишени, по которым бьет эго, они должны выгореть, они должны перестать существовать. На это требуется время. Так что торопить события и ждать результатов, то есть находиться где-то впереди времени или в эмоциональном режиме опережать реальность, вы неизбежно проиграете. Это мы показали
на мой взгляд, блестяще в наших научных разработках касаемо поведения пилотов в экстремальных ситуациях. Как только эмоциональный режим включается, то сама ситуация и те управляющие действия, которые пытается пилот реализовывать, они полностью оторваны от реальности. Они с опережением времени. Если вы выпадаете из реальности, то массу всяких глупостей делаете, и в конце концов это приводит к большим бедам. Так что эмоциональная составляющая должна быть притушена насмерть в духовной работе нашей. Ясно? Вот когда ко мне подходят люди и спрашивают, а продвинулся ли я по пути, вышел ли я в нирвану, там родился в чем-то, надулся, раздулся, там. Я говорю, спокойнее стали? Да вроде бы да. Я говорю, говорят вам, что вы стали спокойнее? Говорят. Вот главный результат. Вот это главный результат. Значит, вы не мешаете потоку контактировать с вашей истинной сущностью. Ясно? Вот это главный результат. Эмоциональный покой и покой в уме. Вот и все. Сложностей-то никаких нет. И тогда вы в контакте, но вы тогда на божественной волне. Не в контакте там вот в этом бесполом, в интернетском. Понимаете? А в настоящем контакте зажигание, там, как это самое, контакт в космос пускают. Вот с божественным. Вот это должно быть. Вот этот контакт у вас должен состояться. Главный контакт жизни. Вот. Все остальное приложится. И дайте возможность силе делать все, что она посчитает нужным с вами делать. Ей дайте возможность, карт-бланш, пусть она все делает, а вы просто наблюдайте, что с вами происходит. Вот и все. Вот. И не делайте глупостей. Что такое глупость, все, наверное, знаем, да? Перечень глупостей не нужно приводить. У каждого свои, да? Но самая большая глупость на сегодня – это отрицать с научных позиций обоснованно правильное духовное просвещение. Если вы духовное просвещение, вот то, о котором мы говорим, отрицаете, говорите, что все это ерунда, но это самая большая глупость, которую вы можете сделать в этой жизни. Самый большой грех, наверное. Сегодня. На сегодняшний день. Кошки – это воплощение витальных сил. Так вот, идеальное совершенство витального мира, ее полная динамическая гармония действительно в поведении кошек и кошачьих. Вот, разных кошачьих. Это гармония витального мира. Вот это классика. Уравновешенность, самостоятельность, да? Независимость там, от человека, вот как собака, она уже хвостом виляет, человеческие привычки усваивает, эго нарабатывает. Кошка нет, вот она самостоятельное существо, всегда. Всегда. Это вызывает уважение. Не зря в Египте в древнем кошек-то обожествляли, да? Статуэтки такие вот. Кошечка черная, тоненькая, как кобра, да, так головку держит. Вот. А среди людей есть так называемые любители животных, да, есть кошатники, есть собачники, есть еще какие-то там, да. Вот. Кошки – это классика. Это, не добавить, не убавить. Витал, вот. Классический витал. Среди людей такие встречаются? А? Вот как кошки встречаются? Нет? Нет, они не должны встречаться. У кошек нет того ума извращенного, который есть у людей. Человек может прикинуться кошечкой, женщина, да, но извращенный ментал, он знает, чего добивается. Ясно?
Невозможно, ну невозможно. Вот, а у кошек нет у него этого ментала, у него все вот так, как Бог дал. Ясно? Без ума. Ну ладно. Мать Сатпрему. Не держись за надежды, ни в коем случае, они совершенно бесполезны, отбрось их. Надежды постоянно вынуждают нас возвращаться в прошлое. Так вот, что такое надежда? Ведь любая надежда, она рождается в уме и рождается только на основании прошлого опыта. Вы же не можете надежду придумать вот из какого-то несуществовавшего будущего. Вы ее из прошлого как-то взяли, да? И вот вы надеетесь на то, на это, у вас когда-то было неплохо там в какой-то ситуации. Понимаете, все надежды, они формируются из прошлого. Они очень вредны, ибо любая надежда вырывает вас из реальности. Вы надеетесь на лучшее, надеетесь, что дальше будет все хорошо. Но на самом деле все ваши надежды – это полный пшик. Потому что любая ваша надежда, она вырывает вас из настоящего, и она никогда не может реализоваться, потому что, надеясь, вы живой жизнью не живете. Вы все время чего-то ждете, что ваша надежда когда-то реализуется. То есть вы выпадаете из реальности. Надежда, она в будущем. А формируется она из прошлого. Прошлое родит надежду в будущем. То есть вы не в реальности. Живите в реальности, тогда никакие надежды вам не будут нужны. Потому что пребывание в реальном времени здесь сейчас – это та единственная возможная живая жизнь, которая реализуется. Потому что жить в прошлом уже нельзя, прошлое закончено, а жить надеждами, жить в будущем, будущего нет, это мертво, понятно. И то, и другое мертвое. И будущее мертвое, и прошлое мертвое. Но ум так ловко все это придумал, тешит нас надеждами, вымыслами, мы такие счастливые, упиваемся этим, получаем витальное удовольствие от надежд, кратковременное. Чтобы потом разочароваться в конечном счете. Сколько понадеялись, настолько разочаровались, наверное, да? Потому что этого нету. То, что уготовано для нас в будущем, не нашими надеждами освящается, это только Господу известно. То, что уготовано для нас в будущем, нашей душе известно, но не нам с нашими надеждами. Вот. Мы можем на что-то надеяться, придумать, вот все, даже все сладил, и в один момент все не так. Все рухнуло. Есть такое? Вот все, все, почти подписал, уже почти замуж вышла, и тут раз и... Не угодно Господу отменить. Не предвосхищайте то, что должно быть, как должно быть, не стройте моделей того, что с вами должно произойти, потому что все это заставляет вас топтаться на месте. Так что отрешитесь от известного вам из всяких книг, из каких-то ваших симпатий, антипатий. Вообще все уберите, ни одной надежды не оставляйте. Единственное, должно остаться стремление воссоединиться с Господом. Тогда все будет по Его сценарию. И наилучшим образом. А так все надеетесь, но сами не плашаете, на Бога надеетесь иногда, временами, да. Понятно, и эго, и Бог, у вас все это одно и то же. То есть Бог – это послушный исполнитель ваших эгоистических намерений и желаний. Вот этот Бог вас устроит. Самый удобный, самый хороший Бог. Да? Шри Авробинда как-то сказал: тот, кто убивает, случайный инструмент, благодаря которому событие, совершившееся по ту сторону завесы, происходит здесь.
Комментарий матери. Вот что это означает. Кто защитит человека, уже убитого Богом? Он убит Богом. Иными словами, когда Бог решает, что некто должен быть убит, никто не спасет этого человека и не сумеет избавить его от гибели. А убийца всего лишь орудие, с помощью которого здесь осуществляется то, что Бог решил там. То есть кармический инструмент, исполнитель. То есть земная кармическая судьба людей, всех людей без исключения, решается исключительно Господом Богом, то есть божественным присутствием в нас, нашей душой, который одну единственную цель имеет – подвести нас к искомому духовному результату всеми средствами, самыми, казалось бы, негуманными, но подвести к духовной реализации. Так что обмануть Господа невозможно. Вот просто невозможно. Мы все умные, мы все хитрые. У нас искусственный интеллект уже в жизни сильно используется в разных сферах. Да? Но в нашей личной жизни обмануть Господа невозможно. Можно с ним играть в игрушки в какие-то до времени, он может это терпеть, смотреть как на проказы, на проделки детей. Но когда дело касается нечто серьезного, он больно вас ударит. Естественно, что без санкций свыше не может быть прервана ни одна человеческая жизнь. Так, например, те, кто не оправдал надежд Господа в этой жизни и зарыл свой духовный талант, зарыл талант, знаете, другим делом занялся, эго ублажал, может совершенно неожиданно для окружающих погибнуть в результате несчастного случая или внезапной тяжелой болезни. Погиб и все. Ой, случайно. Хороший человек, замечательный, светлый был, хороший семьянин. Понимаете? Душа поняла, все, дальше он либо будет стоять на месте, а что такое стоять на месте? Значит, идти в противоположном направлении. Либо дальше душа просто оскотинится, простите, демонизироваться будет. Все. Хватит, надо убирать. Душа говорит, хватит, я-то бессмертна, душа-то знает. Это мы думаем. Когда нам выгодно, что она бессмертна, когда невыгодно, мы думаем, что ее и нет. Понятно? То есть мы так играем с этим делом. Не надо играть. Это один из фундаментальных законов эволюции. Иначе вообще смысл существования человечества не имел никакого, если бы не было закона реинкарнации, повторных рождений для получения опыта эволюционного в разных ситуациях, понимаете, да, в разных условиях. Если вы это отрицаете, то тогда никакой духовной эволюции в жизни быть не может. Вот, речи быть не может. Значит, вот это рутинная человеческая жизнь, в погоне за удовольствиями, венцом которых является смерть. Смерть – это тоже удовольствие, наверное. Избавление от жизни, когда ты уже устал и пресытился ею. Я просто знаю случаи, когда люди оставляли записку, говорят, все, хватит, я уже наелся. Еще не познан опыт смерти. Все познал, но опыт смерти еще не познал. А так все познал абсолютно. А преступники и иные невольные участники каких-то трагических событий являются просто исполнителями кармического приговора, совершенно не подозревая, что также действуют санкции Бога, но при этом, естественно, они отягощают свою личную карму. Кармический закон-то он работает. Но преступник не понимает, зачем он это сделал, почему он сел за руль сейчас, сел за руль вроде бы и трезвый, почему выехал на встречную полосу. Никто не понимает, не знает, люди вообще не могут объяснить своих поступков. Почему-то делают, а потому что марионетки разного рода враждебных сил, но враждебные силы в ряде ситуаций, они являются кармическими исполнителями воли Всевышнего, слепыми исполнителями. Вот я дважды свою практику в результате расследования авиационных происшествий убеждался, что вот те люди, которые, дважды это было, те люди, которые не погибали в этой катастрофе, например, опоздав на рейс, да, они все же
заканчивали жизнь плохо. Вот недавний случай, относительно недавняя казанская катастрофа, самолет, которым управлял пилот, купивший права на право управления самолетом в Ленинградской академии. То есть человек, которого вообще близко к самолету нельзя было подпускать. И он преступник, потому что он знает, что он купил это. И те, кто его спонсировали, туда проталкивали, тоже преступники. Это было признано вот недавно, там, спустя 4 года, сказали, да, вот он не имел права, куплены эти документы. Но вот этот базовый фактор. Не умеют летать на руках пилоты. Что такое ручное управление, все уже забыли. Этого нет. 5-7 минут в течение полета в ручном режиме только пилот управляет. 5-7 минут. На взлете и частично на посадке. Все. Как только что-то происходит, вот как этот случай был недавно, Шереметьевская катастрофа с пожаром, да, где погибло 70 человек. Или 61, да. Вот. Как только отказала автоматика, он не знает, что делать с самолетом, пилот. Ну, сажай самолет, это же элементарная вещь. Тебя учить должны были в летном училище этого, так сказать, это азы. Нет, вы настолько привыкли к автоматике, что не знаете, что делать с самолетом, как его посадить. Это вообще нонсенс. Что такое отказ автоматики? Да хрен с ним, ты только взлетел и сядь. Вы понимаете? То есть элементарная вещь, абсолютно непригодные пилоты. Мы сейчас по катастрофам на первом месте в мире. Вот я прочитал ужасную статистику, последнюю, у меня этот документ есть. Если бы я вам начал его читать, вы вообще перестали летать нашими авиакомпаниями. За 18-й год, за 19-й еще нет. То есть мы вырываемся вперед в мире. Причем базовые факторы, вот те факторы, которые, в общем-то, постоянно пилот возит с собой. Знаете, вот те факторы: недоученность, неправильный отбор, недотренированность, протекции. Вот они не вскрываются, у них нет. Утомление страшное, эксплуатируют компании пострашно. Вот пилот, который в Сочи вез этот ансамбль Александровский, он прилетел только перед тем, как вылететь в ночь в Сирию. Он прилетел из Хабаровска, уставший, весь экипаж. Ему надо отдыхать, сутки было. А его опять есть, он полетел. Военный. Летишь в ночь в Сирию. Так вот, в Казани совершенно элементарная вещь. По уходу он промахнулся на полосу, хотел получше сесть. Когда хочешь сесть получше, потому что в Москве у него была грубая посадка, он сильно приложил самолет. Те пассажиры, которые летели из Казани в Москву, сказали, очень сильно ударился о полосу самолет. Он хотел в Казани, а это будет рассматриваться потом, там записи снимаются, с черных ящиков, с рейса снимаются, они скачиваются, потом смотрят, как он летает-то, в общем-то. Он хотел в Казани сесть очень хорошо. Ну, естественно, когда очень хорошо, напряженность, промахнулся. Надо уходить на повторный заход. Нажимается кнопка элементарно. Автоматика включается, она его уводит. Но ему показалось, потому что он никогда в жизни не уходил на повторный заход, купивший права пилот. Ему показалось, что самолет не уходит, потому что он уходит медленно. Хорошо, там все рассчитано. Он пересиливает автопилот, задирает нос и сваливается в один момент. Я когда эту картинку увидел по телевизору, я понял, что произошло. Я на другой день на работу позвонил. Я говорю, что, передрал, что ли? Откуда ты знаешь? Я говорю, знаешь, я же вижу. Все-таки 15 или 20 лет сидел именно на деятельности пилотов. У меня картинка уже ясна. Так вот, один опоздал пассажир. Счастливый был. Правда, он должен быть в Казани вот буквально на следующий день. У него какие-то там деловые переговоры. У всех деловые переговоры. Дела горят, деньги горят. Там все.
Значит, Не понял. Кашляете? Так, кашляете в назидание или как? Ну ладно, вот. Он хотел в следующем рейсе вылететь в Казань, а Казань закрыли по причине катастрофы. Там на сутки их закрыли, пока самолет разбитый, там все эти осколки убирали. Он в набережные Челны взял билет, прилетел, потом на такси садится, едет ночью в Казань, лобовое столкновение, все. Приговорен Господом, и никуда не денешься. Вот никуда. Это один случай, еще один случай был. Вот такие вещи. Вот он должен быть там. Но вот как-то вот обстоятельства, уже приговор подписан, все нормально. Ну, значит, надо как-то по-другому его исполнять, приводить в исполнение. Ну, вот об этом, мать, говорит Ишрия Рабин. Вы все под Богом ходим, мы-то думаем, что мы. Кто такое мы? Или что такое мы? Вот я для себя, идя по пути долгое время, для себя сделал вывод, что в моей власти, ну, как я понимаю, если эго я включаю, обойти лужу или справа, или слева. Ну, не знаю, вот может не так, там поскользнулся, ногу сломал. Ну, вот это в моей власти, вот как лужу обойти, вот эту вот. И больше ничего, но лужу обойти можно еще. Но когда серьезные вещи какие-то в жизни, такие, ну, воспитательные, педагогические, имеется в виду для огранки души, ну, ты себе не принадлежишь, душу ты не слушаешь. Поэтому болезненно, как мать говорила, кулаком и молотом нас воспитывают. Но воспитывают. Куда деваться? Надо же воспитывать. Правильно? Воспитуемые. А то вы еще и воспитатели, еще кого-то вы воспитываете. Все воспитуемые Господом, все воспитатели в том числе, понимаете? А в Евангелии есть один замечательный эпизод, где Спаситель ясно дает понять людям, что их жизнь целиком во власти Господа. Помните этот эпизод? Иисус находился в Галилее, к нему подходят жители Галилеи, возмущенные убийством, войнами Пилата, своих соплеменников, причем убийство было совершено прямо в храме, подле жертвенника, вообще ужасное событие. И они надеялись, что Иисус как-то на это откликнется, осудит римскую власть, вот, чтобы справедливость восстановить. Однако, к их удивлению, он не только не осудил римских воинов, но и пригрозил самим галилеянам, которые жаловаться пришли, что впредь не грешили, а то подобная участь будет ждать и вас. Все. Не возмущался, ибо на все воля Господа. Вообще-то. Он очень четко все расставил по своим местам. Напомнил. Не грешите. И чтобы не происходило в вашей жизни, еще раз хочу оптимистическую нотку затронуть. И чтобы не происходило в вашей жизни, если вы еще нужны Господу, если Он не потерял надежды на ваше возвращение в отеческое лоно, Он всегда сумеет вас уберечь. Только будьте предельно бдительны, из реальности не выпадайте. Как только в эмоциях выпадаете из реальности, вы с ним не связаны. Понятно? Бдительность соблюдайте. С волны не уходите. Божественной. И все. В последний момент даже может выдернуть вас откуда-то, но это уже как бы не надо к этому подводить. Ясно? Будьте бдительны. Не выпадайте из реальности. Тогда вы в абсолютной безопасности. Мы не способны изменить ничего в этом мире. Я самым, что ни на есть, ясным образом воспринимала незыблемость материального мира и видела, что все наши дела и намерения не изменяют его и не изменят.
Но при этом я пытался понять, в чем заключается разница между истинным и лживым состоянием. Ведь в материальном плане все обстоит именно так, как и должно обстоять. Мы думаем, что состояние вещей обусловлено определенными реакциями, но и наши реакции столь же предопределены, сколь и вещи. То вообще абсолютная предопределенность всего и вся, поскольку мы являемся просто неким инструментом или биологическим роботом исполнения воль самых разных. Божественный в первую очередь, да, было бы это замечательно, и разного рода эгоистических воль, деструктивных воль, марионеточных сил. То есть мы почему-то, живя, думаем, что мы живем, как бы сообразуясь с самим собой. Но, увы, оказывается, что это не совсем так. Вот по поводу мировых событий. Я сейчас читаю интересная книга Примакова Евгения Максимовича на встрече на перекрестках. Интересно она мне с точки зрения его видения мира. Кстати, вот то, что у нас происходило сейчас и происходит, это чисто его программа. Так вот, когда он говорит о разного рода попытках решения дипломатическими путями конфликтов, вот все, смотришь, все сделали, все, потом раз, и все не так. Сколько сил потрачено, сколько времени потрачено, потом идут оправдания, но все равно там что-то смягчилось. Ничего не могут изменить, вот ничего. Вот я убеждаюсь, челночные полеты, договоры, все почти подписали. Подписали, и все не так. Это классика, вот попытки изменить мир. Потому что умные люди собираются, просчитывают, аналитики, но Господь Россией управляет точно, миром тоже. А как же? Не одна же Россия в мире. Понятно? Вот и все. А уж в вашей жизни вам кажется, что вы всемогущие, ой, вы всемогущие. Лужу обойти, да. В этом наше всемогущество. Справа или слева. Понятно? А если там что-нибудь скользко, вот пошли вправо, думали, тут лучше. Сломали ногу, как елки-палки, надо было справа обойти. Вот вам кармическая педагогика. Странно, конечно. Кажется, что не может такого быть. Мы все стремимся каких-то роботов вот создать. Вот японцы, там женщин создают, с которыми проблем нет. Они на вас ругаться не будут. Они будут беспрекословно выполнять все, что вы хотите. Смотря какую программу, конечно, запустить. Там можно и ругательную запустить. Вот. Но, представляете, не надо ничего придумать. Уже есть эти биологические роботы. Это люди. Люди, они есть, они уже созданы, их много, разных вариантов. Понимаете? Много. Разных, веселых, там, грустных. Выбирай. Что придумать-то? Все уже есть в нас. До тех пор, пока структуры мозга будут превалировать, до тех пор, пока мы будем напичканы, нафаршированы какими-то знаниями, разного рода влияниями извне, мы биологические роботы. У нас нет той самой воли, которая могла бы нас вывести из состояния подчиненности нашему эго и разного рода влияниям внешним. Нету. Вот такие мы. Бедные, больные, несчастные, стонем, у нас все плохо, все ужасно. Но же ничего не сделаете, палец о палец не ударить, чтобы это плохо и ужасно как-то превзойти, хотя выход есть. Но вы в выход-то не верите, а во что вы верите, уже непонятно. И единственное, что мы можем изменить в этом мире, вправе и должны изменить, это себя, только себя. Вот это в наших возможностях. Понятно или нет? Себя. Вот ради этого человек появился на земле. Ради сознательной духовной эволюции, ради сознательного становления плодом Господа, полноценным. Вот это вы вправе, это вы обязаны делать. А остальное вы изменить не можете. Или можете? Поразмышляйте на досуге.
ретроспективно вот свою жизнь, так оглянитесь, посмотрите, поглядите международные события, что тут происходит. Ясно? Вот посмотрите. Можно ли вообще что-то в этом мире изменить? Вот я сейчас вплотную историей занимаюсь, вот смотрю, да все одно и то. Ну вот одно и то же, все одно и то же, во все времена. Меняются имена, фамилии. Но глупость человеческая неистребима на самом высоком уровне, казалось бы. Отдельные встречаются люди, я о них говорю, отдельные, так сказать, им посвящены разделы будут интересные, мне кажется. А в целом, вот все, вся несуразица. Серьезно, все это в такой серьезной форме облекается, там, рассуждения, аналитики, политики, это пшик все. Вообще-то. Конечно, что-то надо делать. Какая-то косметика, она, должна в событиях, так сказать, широкомасштабных иметь место. Но, опять-таки, с дозволения Господа. Если Он дозволит этот косметический ремонт на время. Понимаете? И когда люди, являясь марионетками разного рода сил витальных, думают, что они вольны вести себя и поступать так, как им это вздумается, в разных, так сказать, аспектах, не только в вашей личной, в больших масштабах, там где-то собрались, что-то там решили перевернуть, да, бывает такое. Все имеют, оружие, силу имеют, вождя имеют. Вот если они заигрываются в этом плане и думают, что они, так сказать, что-то могут, то они заблуждаются, ибо в результате Господь непременно возвращает их на исходную позицию. Раз и все. У разбитого корыта. Все вроде бы, почти все, и опять туда. Это вот каждое поколение, на мой взгляд, людей, которые живет на земле, оно проходит в свое время свои кармические уроки. Во всех странах, в международном масштабе страны. Каждое поколение исторически проходит кармические уроки. Другое поколение, другие кармические уроки. Понимаете, да? Обязательно вот каждое поколение проходит эту кармическую педагогику, широкомасштабную. Я не говорю об индивидуальных каких-то наших уроках, понимаете? Обязательно. Там беды, войны, катаклизмы, все проходит. Опять-таки с одной единственной целью – взращивание души, кристаллизация души, чтобы, в общем-то, зерна отделялись от плевел. По большому счету. Ради этого. А не ради политики, ради экономики, там еще чего-то. Нужна Господу ваша экономика. Ему продукт духовный нужен. Это не значит, что экономики не должно быть, вы понимаете. Но если еще духовный продукт и экономика, они как-то тут резонируют в хорошем плане, то это нормально. Понимаете? Ничего страшного в этом нет. И, может быть, духовный делатель, став, так сказать, заняв какое-то место, опять в иерархии каких-то там управляющих структур, прозревает лучше как инструмент Бога, что ему угодно. Вот и все. И тогда будет меньше разного рода обломов, катаклизмов и неприятностей, понимаете? Это ж неплохо. Если ты видишь материальные вещи с точки зрения истины, они меняют свой характер. Ясно одно, и это я ощущаю очень часто, реальность задавлена ложью. Мир прост в своей истине, а все сложности происходят от человеческого сознания. Сразу вспоминаются слова действительно великого, я вот сейчас с ним поближе познакомился и буду знакомиться, украинского философа XVIII века Григория Сковороды, блуждающего философа, который странником ходил по земле. К счастью, Бог создал мир таким,
Все, что нужно, а? Все, что нужно, не слишком. Нет, это к счастью, Бог создал, к счастью, создал мир таким, что все, что нужно, не слишком сложно, а то, что сложно, не слишком нужно. Вот блестяще он подвел итог вот своим философским изысканием, глядя в своих странствиях по миру вот все происходящее. Вот так вот. Так что человеческий разум настолько запутал этот мир, настолько задавил его ложью, интригами, хитростью, что разобраться в этом, используя все тот же инструмент, тот же разум, невозможно. То есть то, что разум натворил, он пытается распутать. Знаете, это же невозможно сделать. Поэтому Господу приходится подправлять болезненно. Сами люди не распутают, вот шлепнет и все, и подправил. Кувалдой подправляет, как правило, не пинцетом. Это вы все пинцетом, там, нанотехнологией, кувалдой. И все на место встает. Да, вот, по-рабоче-крестьянски, там, забил кувалдой и все. Вот он больно подправляет, но делает это. Показывая нам, что люди, когда же вы сковороду-то поймете? И делом займетесь, наконец. Вот. А мир действительно прост и понятен в своем исходном состоянии, ибо он подчинен правилам божественной игры, то есть подчинен правилам духовной эволюции, законам духовной эволюции. Мы о них говорим. Он подчинен этим законам, и все эти законы действуют не по отдельности, а совместно. Мы-то думаем, один закон, ладно, вот этот не действует, то есть реинкарнации нет, а кармический закон действует. Все вместе действует. И напряженность должна возникать, и перерождения должны быть, и кармический закон должен быть, да? И свобода воли должна быть, это тоже закон, чтобы огранку душа проходила, надо глупости же наделать. Прежде чем огранка состоится, правильно? А то без глупости это мы же не можем. То есть все это вместе работает. Не по отдельности. Вот как у него все, у Господа-то задумано. Все законы, они одновременно работают. Закон духовной эволюции. И все. Если мы знаем эти законы, понимаем и, соответственно, реализуем свой индивидуальный духовный талант, то мы встраиваемся в этот процесс, и наша жизнь, в общем-то, становится нормальной в конечном счете, с некоторых пор. Я поняла, почему некоторые вещи дают одним просветление, а других сводят с ума, полностью лишая их равновесия. Она обращается к Сатпрему. Ты скажешь, потому что они и должны сойти с ума, но тут-то и спорить-то не с чем, говорит мать. Смотрите, вот если человек, работая на пути сознательной духовной эволюции, мягко и последовательно, у нас есть такие рекомендации, правильные рекомендации, открывается нисходящей божественной силе, то по мере умаления эго его сознание мягко трансформируется и обретает духовное видение. Все происходит мягко и последовательно, если вы встаете на путь и выполняете данные рекомендации. И если же ту самую силу, которую мы мягко открываем, и которая мягко в нас работает, открыть какими-то ударными методами на разного рода энергетических тренингах, а это можно сделать, то она со страшной силой ударит и по вашей психике, и по физическому телу. Понимаете? Силу можно открыть ударным методом. Вы поняли, о чем идет речь? И тогда и крыша едет, и тело повреждается, и беды, и проблемы. Мы говорим о мягком, безболезненном, последовательном открытии или реализации последовательной пути сознательной духовной эволюции. Вы понимаете, в чем отличие, хотя бы в плане открытия силы. А то вам могут за минут 20 силу эту открыть. Там сложности нет. Если магнит сердца достаточно сильный у человека, да, то можно ударный метод применить и замкнет, а что будет из этого? Принцип-то главный: не навреди духовной реализации, на мой взгляд.
А люди ходят на какие-то тренинги. Вот иногда, так сказать, встречаешься с человеком, ну, повредился, видишь, что он повредился явно, спрашиваешь, где был, молчит, как партизан. Но если начнешь прихватывать за одно место, то он говорит, да вот был где-то 2 раза, ходил там на какой-то тренинг. Но достаточно 2 раз, чтобы у тебя глаза оловянными стали, понимаете? Чтобы ты был не здесь и непонятно где, 2 раз или 1 даже. Хорошо, если ты тупой, пришел тупой, с тобой ничего не сделать, потому что ты туп. Ну, с тупыми можно. Но если ты действительно тонкой структурой обладаешь, духовный талант у тебя, то можно сразу все, в общем-то, перечеркнуть. Вы скажете, а как же душа? Да душа тебе говорил, не ходи, а ты, дурак, идешь, тебе хочется побыстрее там что-то получить. Вот ты пошел туда, эго победило, все. Ясно? И где ты остался? Нигде. Попробуй, исправь потом все это. Там сразу враждебная сила. А если тебя еще вышвырнули в нирвану, плюс ко всему, то там вообще проблем нет. Ты уже спаситель человечества. Ходишь и спасаешь. Направо, налево. Только как не знаешь, но говоришь об этом. Что миссия твоя такова сегодня. Вот так. И особенно опасно в манипуляции по разного рода ударным открытиям всяких там сил, потоков. Особенно опасно для человека, который имеет достаточно зрелую душу и тонкий склад психики. Но человек, который не имеет правильного духовного просвещения, то есть его куда-то затащили, он не прочитал предварительно, вот то, о чем мы говорим, о законах духовной эволюции, о том, что вообще, как надо делать это на самом деле. Нет, он пошел туда, ему хотелось побыстрее получить просветление там, или какие-то духовные дивиденды. Пошел, да, все. Аффективные реакции, судорожное состояние, вплоть до шизофрении, до припадков эпилептических, всевозможные психические расстройства, вплоть до шизофрении, одержание и прочее могут быть результатом одноразовых сеансов по просветлению там чего-то или по открытию каких-то энергий. За один раз можно все получить, весь букет. Да? Мы имеем примеры, я просто знаю. Не придумываю. А что касается тех, кто должен сойти с ума, так мать Сатпрема ей говорит, то это люди, которые упорствуют в своем эгоистическом существовании, которые ищут легкие обходные пути для духовной реализации. Ну, они исходят с ума. Вот хотят вот так как-то. Не получится. С ростом напряженности божественной силы, а сейчас это фактом становится, просто фактом, а напряженность растет, человечество беснуется, не ведает, что творит. Мы на своей шкуре тоже это способны отметить, да, бывают периоды действительно, вот все, вроде благодать тебя оставила, да, вот прибавил реостат Господь там где-то подвинул на 2 деления, потом ты адаптируешься недели через 2, ничего, опять все возвращается, но он добавляет, добавляет и добавляет, напряженность-то растет, меньше уже не будет. Не будет меньше, назад уже не повернешь это. И с ростом напряженности божественной силы, с напряженности в пространстве, возможно спонтанные прорывы этой силы в сознании тела людей, которые упорно сопротивляются, но имеют сильный магнит сердца. Спонтанно прорвется и все. Знаете, вот под напором. И появляются бесноватые, сумасшедшие и вот не ведающие, что творят. Меняющий все, что можно поменять. Вставляющий все, что можно вставить и куда вставить. Вот все показывают сейчас в некоторых программах. Откуда? Это шизофрения. Откуда? Вот оттуда. Давит сила. И сила тех, кто не делает то, что нужно делать, она действительно их сводит с ума. Все.
Необратимый процесс. Полная деградация, полная дебилизация. Но последние времена, они же должны когда-то наступить. Сколько это продлится, это не наш вопрос. Наша задача главная с собой разобраться. Разобраться с собой. Правильно? А это все, есть, ты наблюдаешь, смеешься, улыбаешься. Грустно бывает. Грустно иногда, если есть, так сказать, тоска по чему-то утраченному, некоторые говорят, есть какая-то грусть. Есть светлая грусть, да. Это тоска по утраченному, но пока еще это утраченное к тебе не пришло, ты все-таки можешь с этой грустью, как-то с положительной грустью пребывать, да, знаете? Не просто грусть, как уныние, ведь уныние – это самый страшный грех. Вот если вы испытание унынием не выдержите, обязательно это испытание будет вам дано. Уныние. Знаешь, что такое уныние? Это богооставленность, все, конец, я не так все делал, не так делаю. Если вы в этой ситуации дрогнете, да, и поддадитесь влиянию враждебных сил, которые в унынии вас испытывают, 100%. Вас надо испытать. Все через это проходили, все великие праведники христианские. Я сейчас наблюдаю, читаю их истории из разных, так сказать, источников. Все обязательно через это проходили, но финально выходили победителями. Финально, понимаете? Обязательно. Так не бывает, чтобы вы через это не проходили. Не будет так. Это как бы выпускной экзамен. Преодолеть уныние. Не поддаться ему, не сомневаться в существовании Господа. Потому что в периоды уныния начинается сомнение. А есть ли он вообще? Может, я не туда шел? Я бы не сказал, что у меня были сильные периоды уныния в такой форме, но они были. Может, унынием это я не называл, но были они. Некоторые говорят, по полгода сидим там. По полгода нормально, полгода. Если посидели, нормально, не разочаровались, что всплывете. Некоторые по полгода, кто-то по месяцу, кто-то по 2. Но чтобы вообще не было такого, не бывает. Надо обязательно через это пройти. Тогда вы победите, потому что вы прошли тогда через все. Все эти грехи, те, которые были там штук 7, да, их, а уныние, это тот грех, который, как бы финально. То есть у вас все вроде бы нормально, потом говорят, все, у вас ничего нету, вы на пустом месте. Что вы делали, все, коту под хвост, конец. Понимаете? Тут надо не дрогнуть. Улыбнитесь, глядя на этот мир, и все будет в порядке. Нужна крепкая голова. Нужна возможность в любой момент обратиться к Всевышнему. И тишина, покой. Покой все остановить. И не пытаться, ни в коем случае, не пытаться ничего понимать. Это опаснее всего, поскольку мы пытаемся понять с помощью инструмента, не предназначенного для понимания. Когда вы реализуете духовную работу, когда с вами происходят какие-то психофизические опыты, духовные переживания, ничего не анализируйте, ничего. Не пытайтесь объяснить, не пытайтесь понимать. Все. Как только вы хочу понять, а почему, все, конец. Вы рубите на корню всю работу. Никакого понимания не должно быть. Попытки понять должны быть оставлены. Это включается ум, все, включается эго. Значит, вы будете топтаться на месте. Потому что то, что вы пытаетесь понять умом невозможно. Нет еще инструмента у вас пока того, который мог бы различить это. Да? Все. Значит, вы опять-таки застопорились на эгоистической позиции. Конец.
А он все понять хочется. Вот иногда меня спрашивают: Александр Алексеевич, ну вот как это понять, как это объяснять? Я говорю: да никак, прими и ладно. Ты же не объясняешь, как у тебя пища по пищеводу идет. Идет, и пусть идет. Найдет выход, и все переварится. Не надо ничего объяснять. Не надо объяснять ничего. Как только вы займетесь объяснением, этому конца не будет. Как только человек, вот эго его зацепится за что-то вот в духовной работе, чтобы все объяснять, все, конец. Он умный будет, он будет изображать из себя умника, он будет во всем сомневаться, он будет те цитаты какие-то приводить, нашу книжку показывать. Ну не нужно ничего объяснять, не нужно. Будьте просто наблюдателем с вами происходящего без объяснений. То есть ум должен быть полностью устранен в духовной работе. Это не значит, что вы не должны на работе там думать или какие-то принимать решения, там как получится, но в духовной работе ничего объяснять не надо. Потому что понять умом все, что происходит в духовной сфере, невозможно. Для этого нужно духовидение, то есть духовное видение, а его у вас нет. А духовное видение, оно ничего не объясняет. Там все так, как нужно, так и происходит. Ясно? А ум все пытается объяснить. Вот. И, кстати, многие из вас постоянно занимаются и неизбежно входят в противоречие между тем, что есть на самом деле, и то, что вы придумаете в результате объяснения своим умом. У вас обязательно будет противоречие. Когда вы будете объяснять, вы логично не объясните. Противоречие будет обязательно. Потому что объяснить то, что в духовной сфере происходит, умом нельзя. Если вы будете пытаться объяснить это умом, значит, с самим переживанием это входит в противоречие. То есть вы топчетесь на месте. Ясно? Не включать ум. Поняли? Вообще все просто. У Господа все просто. Это у людей сложности. Вот. И враждебные силы, кстати, очень ловко пользуются этим приемом. Они включают ваш ум, вас убеждают, что надо все это объяснить. Вот. И когда вы не можете объяснить, вы встаете, так сказать, в тупик. Враждебные силы говорят: ну ты же не туда пошел, милый. Ты даже объяснить это не можешь, что с тобой происходит. И все. Даже объяснить не можешь. Вот так. И проиграли. То есть надо выключать аналитический рассудок. А враждебные силы, наоборот, советуют его включать. Ну-ка проанализируй, посмотри. А может что-то не так. Разберись. Есть такое? То есть умные. И женщины есть умные такие же. Да? Я вот так смотрю, ты киваешь. С аналитическим рассудком. Есть, конечно, но ничего, это пройдет с возрастом. Дело-то в том, говорит мать, что мы смотрим на вещь или на события определенным образом, а иначе взглянуть уже не можем. И тем более не можем взглянуть на все сразу. Когда восприятие становится целостным, отношения остаются прежними, но мы воспринимаем их не в неведении, а в полном знании. Не знаю, удастся ли когда-нибудь это высказать словами. Тут нужен совершенно другой язык. Ну, я попробую вот как бы своими словами изложить то, что она пытается здесь нам показать. Обычно человек, ну, любой человек, имеет свой и только ему присущий, эгоистический и неизбежно ограниченный взгляд на окружающий мир. Вот он у него вот есть. Причем он незыблен, авторитет нашего эго, он непререкаем, вы знаете. Вы можете отвергнуть авторитеты великих там ученых, святых Иисуса, там еще кого-то, но авторитет вашего эго, он непререкаем. Понятно, наверное, да? Поэтому работа по умалению эго, сколько трудностей предполагает. То есть вы, неважно на каком уровне, но вы все знаете. Все знаете, что в вас вложено, что вы впитали. То есть вы абсолютно всеведущий во всем, как вам кажется. Но если в чем-то не всеведущий, то придумайте.
что-нибудь. Ну, в крайнем случае. Ум вам подскажет. Понятно? И все. Так вот этот взгляд, как правило, неизменен. Вот то, что у вас устоялось, это неизменно. За исключением каких-то мелких коррективов, которые вносятся тем же умом, а ум далеко по своей форме проявления, даже на высшем уровне, которым является интеллект, он не способен к целостному видению. То есть вы то, что видите, оцениваете, вы видите по частям фрагментарно. Вы видите одну часть, другую часть, третью часть. Ум он не видит все в целом. Он не имеет некого свойства, он фрагментарен. Вы можете попытаться из отдельных кусочков или частей, которых вы видите, сложить нечто целое, но это будет опять-таки, склеенное, там, что-то разбитое, да, вот с этими вот, с осколками. И не все осколки еще соберете. Но можете, те, кто потупее, да, взять вот один взгляд и раздуть его до целого. Все, вот один осколок и раздуть, сказать, вот это все целое. Те, кто поумнее, пытаются вот по отдельности что-то сложить. А те, кто потупее, раздувают один фрагмент, вот который они видят. Остальных они не видят. И говорят, вот это правильно. И пытаются это доказывать, рассказывать, объяснять. Книги пишут даже. Причем могучие книги по размеру. Чего смеетесь? Ты мне вот видишь, вот ты правильно, вот ты когда смеешься, я понимаю, что я правильно говорю. Молодец. Вот. Ты у меня как камертон вот такой, сиди всегда тут. Я чувствую, что правильно говорю. Вот. Так вот. И чтобы иметь хоть какое-то представление о целом, ум пытается свести вот эти отдельные свои взгляды, фрагменты, разрозненные, в какую-то мозаику, и выдает это опять-таки за целое. Но хуже того, я уже говорил, когда из фрагмента целую попытается делать. Пока у вас сохраняются вопросы, у вас есть, так сказать, вопросы вообще-то? А? Вот пока у вас сохраняются вопросы на любую тему, да, вы видите мир фрагментарно. Вот когда вы будете его ощущать целостно, вопросов нету. То есть состояние, в котором исчезают все вопросы. Их нет. Представляете? Нету вопросов. Все понятно, все настолько понятно, в целом и в деталях понятно, но вопросов нет. Пока у вас есть вопросы, ум еще у вас пытается видеть мир там по-своему, да? Как ему удобно или как ему кажется. При целостном интегральном видении вопросы отпадают, ибо каждая частность видна на своем месте, и все в целом нормально, знаете, и все на своих местах, по отдельности тоже. Это мне помогало расследовать авиационное происшествие. Я все происшествие сразу видел в целом. То есть у меня было цельное представление, а потом я просто фрагменты оставлял по местам, и, соответственно, это было надо написать, чтобы это было понятно тем, кто, в общем-то, привык из фрагментов целое составлять. Вот вся трудность у меня стояла в том, чтобы написать это видение, то есть язык нужен был. Я адекватный язык находил, так что все нормально. То есть в моей профессиональной деятельности мне это очень помогло. Вот. И целостное видение мира возможно только при раскрытии нашей истинной сущности, то есть при выходе на первый план нашего психического существа. Только она, или оно, или духовное око способно охватить целиком то, что вы наблюдаете. И, соответственно, новое сознание к этому, которое прилагается, оно способно, в общем-то, дополнить к единому охвату целого еще и некоторые, так сказать, особенности, нюансы. И тогда проблем никаких нет взаимодействия с этим миром. Вот. При целостном видении мира становится понятным истинное, то есть то, что не видено умом, причина всего происходящего. Вот ум не понимает причину происходящих вещей, а при целостном видении понятно, потому что вещи происходят в целом, который по своим законам живет и существует. Это становится видным и понятным. И вот она здесь говорит тоже правильно. Внешний мир вроде бы остается прежним, он не меняется.
Но когда вы его воспринимаете умом, он для вас там загадками непонятен, либо очень понятен только вам, другим вы это не объясните. А в новом состоянии сознания все тоже на самом деле существует, но у вас нет вопросов по этому поводу. У вас есть только ответы на все вопросы, если они вдруг у кого-то возникнут. Вы можете даже кому-то это и рассказать. Ясно? Все, хватит на сегодня.